А, ну, короче, мы... Спасибо. Ожидаю, что здесь не будет монастырь ни Кремля. Я устал от них. Ты в курсе, за какое наказание следует, если военные секреты открывают иностранцы? Это уже история, я думаю, что это уже не секреты военные. А почему, если Петр Первый нашел здесь железную руду, трактор все равно сделали из дерева? Это надо вырезать будет. Тебе местный когда-нибудь наваляет за это? Привет, друзья и подписчики канала Американец. И сегодня, наконец-то, мы приехали в Петрозаводск. Слушай, Энди, тебе местный когда-нибудь наваляет за это? Какой нафиг Петрозаводск? Петрозаводск. Но мои ожидания от Петрозаводска, больше есть ожидания от Жени, что он будет капать, он будет прямо все время говорить, как это было в детстве, будет много сентиментальных вещей, которые ему одному интересно. У меня мама отсюда, и я в каком-то смысле даже здесь вырос, был здесь частенько летом, поэтому есть эмоциональная привязанность к этому городу. Ожидаю, что здесь не будет монастырь ни Кремля, я устал от них, простите мне, Вологда. Но мое главное ожидание — это то, что американец снова будет ходить по улицам, снова будет говорить, как здесь все классно, и что Петрозаводск готов к внутреннему туризму. У меня есть большие сомнения, связанные с этим. Ожидаю, что мы будем здесь 2 дня, и потом уедем домой. Все. По шкале от 1 до 10 американцев, какие у тебя ожидания от Петрозаводска? Ну, я же не такой человек, который ноет все время, как некоторые. Но поэтому у меня позитивные ожидания. Слушай, Энди, знаешь, какая главная проблема нашего канала? Ну, во-первых, мало подписчиков, а те, которые есть, жалуются на все. Правильно, но жалуются не всегда безосновательно. Дело в том, что мы мало знаем о тех местах, куда мы едем с тобой. Можно сказать практически ничего, тем более такой у меня гид. Поэтому в этот раз мы решили пойти по совершенно иному пути и договорились с местным жителем. Виктор, привет! Привет. Нас в первую очередь интересуют необычные вещи, связанные с Петрозаводском. Вот, например, за нами какая-то хреновина. Вот расскажи нам, что это такое. Это постамент от Стеллы. Стелла называлась Биг Бен. Стояла тут, значит, такая башня с часами. У нее была такая очень мутная история. В общем, один бизнесмен подарил городу этот памятник, и город не взял его на баланс. В итоге этот памятник простоял несколько лет, он начал немножко разрушаться, общественность голосовала против, потому что если мы посмотрим сюда, то мы видим, что вид полностью простреливается вплоть до озера. Вот, то есть это видовое место. И архитекторы были против, потому что это Биг Бен, он мешал этому виду, соответственно. И вот буквально в этом или в прошлом году, в общем-то, его снесли. Остался постамент, его очень трудно убрать, потому что там внутри часовой механизм. Тут была детская больница, довольно старое здание, памятник архитектуры. И... Где ты сейчас? Что? Где ты сейчас как? Где я сейчас? Дети как сейчас. Дети как сейчас. Короче, давай заново. Мы прошли буквально 100 метров по проспекту Ленина и вот увидели такое замечательное строение. И сразу стало интересно, почему в центре города такой вот интересный новострой. В общем-то, это остатки детской больницы. Она сгорела в начале 2000-х. Несколько раз она горела, и все хотели снести. И город долго думал, что с ней делать. В общем, ее нельзя разрушать, потому что это памятник. Нельзя реставрировать, потому что слишком дорого получается. В итоге вроде как сошлись на компромиссе, что это будет новодел, повторяющий фасад исторический, но с современной планировкой офисной, скорее всего. У меня вопрос. Виктор, что такое новодел? Новодел — это реконструкция по старым чертежам старого здания, но и современных материалов. Повтори. Ну, короче, мы... Спасибо. Дом сносится.
есть какие-то важные для меня личные места здесь, в Петрозаводске. Вот за спиной у нас кинотеатр, в который я ходил в детстве и в подростковом возрасте. А сейчас я так понимаю, что это совсем другое, кинотеатр «Победа». Но это уже давно не кинотеатр, к сожалению, да, это теперь KFC, и такая злая ирония, да, собственно, полковник Сандерс победил, в общем, такой местный мем. А кинотеатр был классный. Злая? Ну, потому что это кинотеатр Победы, а победили, понимаешь ли, не мы. Вот в чем проблема. А он снова не понял, в чем проблема. Че, Инди, королевский номер? Нам-то ты что снял, расскажи. Ну что, Энди, Петрозаводск, Карелия. Солнце неожиданно. Да. Тут я сразу чувствую свою необразованность. А расскажи мне вообще, откуда это город Петрозаводск и что это вообще такое? Петрозаводск основан в 1703 году, в том же году, что и Санкт-Петербург. То есть в то время была Северная война, а в Онежском озере нашли железную руду. И Петр I решил построить тут завод, который будет лить пушки. То есть название города реально связано с заводом? Я просто не понял сразу, потому что Петрозаводск, я думал, что это как в Перми есть еще район Закамск. Угу. Но на самом деле руда была так себе качество, и пушки часто взрывались. Екатерина II в свое время вызвала шотландского металлурга Карла Гаскайна. Это был самый лучший металлург того времени в Европе, прям рок-звезда металлургии. И он приехал сюда, в Петрозаводск. Можно сказать, рок-звезда heavy metal. Heavy metal, да. И вот это, кстати, его дом. Вот мы стоим за его домом. Ого. У него была тут резиденция, и он всем начал, в общем-то, заправлять. И он придумал по-другому делать пушки. То есть раньше их делали как? Их делали из двух частей, и их сваривали друг с другом. А он придумал делать цельные болванки и внутри сверлить. И получалось, что при таком способе гораздо больше хорошего материала получается, гораздо больше хороших изделий. Ты в курсе, за какое наказание следует, если военные секреты открывают иностранцы? Это уже история, я думаю, что это уже не секреты военные. Петрозаводск известен своими, не побоюсь этого слова, заводами, друзья мои. С самого начала города, в 1703, когда Петр поставил здесь свой первый завод оружейный, и до самого конца сходим к знаменитому последнему трактору, который вышел с конвейера. Энди, а ты смотрел «Трансформеров»? Нет. Спасибо. А почему, если Петр I нашел здесь железную руду, трактор все равно сделали из дерева? Бум! Раунд! Ну, я, в принципе, уверен, что есть какая-то причина, почему тут парковали эту штуку перед деловым центром. Во-первых, друзья, классно, что мы приехали в правильную погоду наконец-то. Да, действительно, Петрозаводск у нас организовал хорошую погоду, в отличие от некоторых других городов, которые не будем сейчас называть. Вологда. Череповец. Я так понимаю, что гостиница «Северная» — это одна из вообще главных достопримечательностей города. Да, один из символов города. Это, наверное, самый старый действующий отель. Ему в этом году исполняется 80 лет. А мы находимся во внутреннем дворике. Тут довольно красивое место, и здесь часто празднуют свадьбы и различные вечеринки. В этом патио также действует летняя кухня летом. Так что летом приезжайте, тут очень красиво и классно. Это, возможно, будет самый тупой вопрос, но он серьезный. А какая война здесь была? Вторая мировая? Великая Отечественная. И русско-финская война тоже. И русско-финская тоже здесь была, да, в Карелии. Да. Я понял. Это надо вырезать будет.
I met a true bookie in the state of my mind now. Know a lot of rookies coming over for the title, but I don't wanna fight. I just roll the dice, do it for the money. Важная история в том, что несмотря на то, что Онежский тракторный завод перестал существовать, его помещения не совсем пропали. И вот кузнечный цех, рядом с которым мы стоим, это теперь новомодный креативный кластер. Waited for the six, but it's going slow-mo. Yeah, don't go, you just can't come close, I'm looking for the loco, no, I don't wanna postpone, yeah, whip it, I just wanna get it. Это ремесленно-медийный лофт, называется «Синий коридор». Он и всегда был синим, поэтому ее перекрасили, сделали немножко по-другому, но он «Синий коридор». Здесь люди собрались, у каждого есть свое пространство. Это люди-творцы, которые делают либо руками, либо головой. И вот это сочетание ремесла и медиа, оно вообще дает удивительные эффекты. Буквально вчера студенты здесь нам помогали, они собираются в субботу делать перформанс. Я говорю, окей, вы будете делать здесь перформанс, нужно немножко поработать. Подкрасить стены, почистить полы. И вот они вчера несколько часов здесь работали, и после этого молодые ребята сказали, блин, как это круто. Нам так это понравилось. То есть вот этот простой труд совместный, это огромный дефицит. И мне кажется, вот это пространство, оно вот этим и сильно. Я 5 лет назад сюда пришел, здесь было конструкторское бюро. И я сказал, что нам нужно пространство, чтобы снимать кино. И мы 5 лет назад начали здесь снимать фильм, который называется «Ананас». Он 3 года назад вышел, мы его показали в Москве на фестивале, получили прокатное удостоверение, прокатали по России и даже показали на фестивале «Киношок» в Анапе. Это актриса, заслуженная артистка Карелии Ирина Старикович, по совместительству моя супруга. Декоратор и все остальное. Да, приходится делать все самим. Что за проект? Расскажите, что снимается. Это история про 2 людей, мужчина и женщина. Такая мелодрама, но немножко такая социальная, но не драма, скорее комедия. Keep my focus how I live about it. No, you can't come close. Got it for the low. Waited for the six, but it's going slow-mo. Yeah. Bad to the bone. I can make the rich girls scream. I can make the poor girls squeal. Smoke on the wall.